Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Сегодня 9 сентября. Давайте рассмотрим, какие события сегодня произошли, как это повлияло на текущую ситуацию на рынках и куда пойдут в ближайшее время цены по ключевым активам, по нефти, доллару, евро, золоту, серебру, рублю. Так, сегодня было заседание ЕЦБ, и ЕЦБ объявил свою монетарную политику на ближайшее время. Так, но здесь фактически все осталось без изменений. Все осталось без изменений. Процентные ставки, они все оставили как и были, их не трогают. То, что касается выкупа активов, сохранили выкуп до конца марта 2022 года на сумму там около 2 триллионов евро. Если быть точным, 1 триллион 850 миллиардов. Так, но все-таки Кристина Лагард изъявила желание уже в последнем квартале 2021 года начать потихонечку сокращать скупку активов. Ну почему все так пекутся о скупке активов? Ну то есть процентные ставки боятся трогать, хотя бы тогда меньше выкупать облигаций. Дело в том, что выкуп облигаций, он разогревает цены, в том числе на недвижимость. И, соответственно, это вызывает увеличение издержек, снижение покупательского спроса и торможение восстановления. Ну и, соответственно, раскручивается маховик инфляции. И причем это уже инфляция, которая она не способствует экономическому росту. И поэтому все так начали истово бороться, когда же кран побыстрее закрыть. Так, друзья, сегодня вышли данные по первичным заявкам по безработице в Соединенных Штатах. Ну, эти данные превзошли ожидания. Соответственно, количество первичных заявок упало значительно сильнее, чем и прогнозировалось, и чем оно было до этого. Ну, здесь прямо такие, чуть ли не на 10% идет снижение. Такой прямо волшебный рост, как будто экономика вот-вот и вернется к докризисному положению дел, когда там в районе 200-250 тысяч каждую неделю они генерировали. Но здесь на самом деле никакого секрета глубинного нету. Дело в том, что просто 6 сентября истекли федеральные программы предоставления помощи тем, кто столкнулся с ковидными проблемами. Вот, соответственно, то есть такой лакомый кусочек закончился, и поэтому ну, осталась выплата на усмотрение штатов. Тем не менее, многие люди внезапно почувствовали себя лучше, кто-то даже выздоровел. Вот, и поэтому здесь, наверное, на протяжении месяца они будут смотреть, как, скажем так, то, что убрали выплаты, повлияет на рынок. Если восстановление еще продолжится, они еще выплаты порежут. Ну, если как бы ситуация начнет становиться плохой, начнут показатели пародировать не только по первичным заявкам, но по покупательской способности и так далее, то, что связано с благосостоянием, тогда, по-видимому, они вот эту политику немножко пересмотрят. Но судя по заявлениям и по настроениям Каплана, это один из директоров Федеральной резервной системы Далласа, здесь все-таки ожидались уже такие позитивные данные по снижению первичных заявок. И, исходя из этого, уже закладывают то, что начнут резать выкуп активов ну, в декабре, в ноябре текущего года. Так, друзья, давайте немножко российскую повестку дня посмотрим. Цена на газ в Европе превысила $700 за 1000 кубометров. Ну, по-видимому, «Газпром» и «Новатэк» будут запускать в ближайшее время в космос. Далее, по 100 не будет, будет по 80. Это о нефти. Рынок нефти укрепляется, все больше аналитиков прогнозируют цены на сырье выше отметки $80 за баррель. Но здесь хотел бы отметить, что вот этот прогноз, он не коррелирует, по крайней мере, до конца текущего года с тем прогнозом, который дал американский Госдеп, его энергетическое подразделение. То, что сейчас будет превышение предложения над спросом, и, соответственно, до конца года будет движение по нефти в диапазоне. И здесь, скорее всего, диапазон по бренду будет $65-75 за баррель. Ну, не 80. 80 это перегибы. 80 это в газ уже все ушло. В газ, потому что все переходят на газ, газа не хватает. Соответственно, газ уже стоит 700. Будет еще дороже. Так, друзья, вроде бы нефть достаточно дорогая. Вроде бы и рубль чувствует себя неплохо. Но российский рынок не растет.
он бородирует, либо немножко даже снижается. И последнее время идет какой-то очень странный рост в кредитно-дефолтных свопах на Россию. Как бы чего такого нехорошего не ожидалось в ближайшее время, потому что уж очень бойко они стали расти, то есть премии за то, что будет обвал. Так, ну вот российские поставщики за месяц до пошлин вывезли алюминия на 7,5 миллиардов долларов. Так, нахлобучили государство. Но, видимо, доктора скоро будут кому-то отправлять. Только не по вопросам угля, а по вопросам алюминия. Так, друзья, ну вот что еще примечательно, в Америку растут поставки российской нефти. Но сейчас они растут в связи с выбытием из-за урагана Ида, но на самом деле эта тенденция, она наметилась и до урагана Ида, что российская нефть очень неохотно идет в Соединенные Штаты. Вопрос, почему, остается открытым. Так, ну вот США начал буксовать рынок ипотеки, но это связано с тем, что нехватка предложений на продажу. Вроде бы желающие купить недвижимость есть, есть возможность выдавать ипотеку, но сделок все меньше и меньше случается. Ну, на самом деле, это очень часто такое бывает, когда рынок либо находится в районе максимумов, либо он уже максимумы прошел. Так, друзья, далее давайте перейдем к графикам. ВИКС, индекс страха и волатильности, дневной таймфрейм. Здесь уже второй день, такие странные движения достаточно идут. Сначала он вырывается наверх, потом его загоняют в тот диапазон, в котором он ранее находился, в район 18. Смотрите, на самом деле вот эта раскачка, она приведет к толчку наверх в ближайшее время, я так думаю. Вот. Но то, что 18,5 и 18 закрытие происходит ниже этих значений, говорит о том, что пока что ситуация, она технически сдерживается. Так, друзья, далее S&P 500. Ну, здесь нормальная ситуация. Его просадку практически полностью выкупили. Соответственно, ждем, что в районе 4500 и будет закрытие. Если закрытие будет выше 4490, это вообще было бы шикарно. Если такое произойдет, то завтра весьма вероятно будет коррекционный отскок в районе 4540. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Но здесь у нас движение сегодня в боковике. Вот, и судя по всему, и закрытие будет в боковике. 171 850, 173 130. Вот. Здесь для того, чтобы была определенность, необходим пробой уровня. Либо уровня 173 500, либо, соответственно, уровня 171 850, 171 500. Я склоняюсь к тому, что будет пробой нижнего уровня, но это будет уже завтра. Сегодня боковичок, походим, покрутимся, осмотримся и так далее. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите, у нас все-таки здесь идет тенденция к тому, чтобы потестить уровень 71.15, 71.10. Сегодня уже такая попытка была, немножко до него не дошли. Я не знаю, как там кто-то прогнозирует, что до конца года нефть будет $80 за баррель. Я думаю, вероятность этого, конечно, есть, но она невелика. То, что вот газ улетит в космос, это, скорее всего, так и будет. То, что касается нефти, здесь очень много нюансов. Даже несмотря на ураган Ида, то, что закончился автомобильный сезон в Соединенных Штатах, а Китай, он пока особо в плане автомобильных дел рвения не показывает, вот, то, соответственно, здесь у нас, скорее всего, по нефти я склоняюсь к тому, что будет боковичок. И текущая ситуация весьма вероятно будет сегодня либо завтра тестирование вот этого значения 71.15. И в случае пробоя вполне может быть коротенький задерг вниз. У нас там есть цель 68,8, 68,9 по бренду. Вот. Тем более сегодня остатки по нефти подкачали, они их порезали меньше, чем предполагалось. И поэтому по нефти мы имеем вот такую вот хандру. Вот. Да, немножко на 73,5 не дошли. Здесь вот подорвали рост. Но на то он и рынок, что всегда есть какая-то вероятность, какой-то фактор, который вмешивается и немножко делает более витиеватым дорогу. Так, друзья, ну по нефти я жду, что будет тестирование 71
15. Возможно пробой, тогда уход на 68,9. Может и сейчас произойти разворот. Сейчас 20:17 по Москве. Вот. Но все-таки для того, чтобы полноценный отбой был, очень желательно дохождение до уровня 71,15, 71,10. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот казалось бы парадокс, нефть хандрит, кредитно-дефолтные свопы растут. Российские акции особого роста гениального сегодня не показывают, а рубль укрепляется. Ну, это же просто чудо какое-то. Ну, смотрите, на самом деле ларчик здесь открывается очень просто. Я так думаю, просто идет закуп. Вот и все. Потому что держит его в диапазоне 72,8, 73,15. Здесь, по сути, просто кто-то набирает позицию. Говорить о том, что все там доллару полный ахтунг, доллар пропал, можно будет только в том случае, если мы из этого диапазона выйдем и будет уверенный пробой 72,55, 72,5. Тогда действительно вполне возможно на короткий промежуток времени или на среднесрочный мы увидим укрепление рубля, у которого цель будет в районе 72. Но такой сценарий мне сейчас видится несколько фантастическим, потому что больше похоже на то, что здесь кто-то набирает позицию. Вот. Ну, посмотрим. На самом деле сегодняшний день он очень показателен, потому что если в четверг, да еще и на такой нефти вяленькой, будет закрытие в районе 72,8, а даже и ниже, то это будет говорить о том, что, скорее всего, просто кто-то выдавливает валюту для набора позиций. Вот. Ну, а на сегодня и на завтра движение вот в этом консолидационном диапазоне. Посмотрим завтра, какая будет реакция на заявление ЦБ. Если переходить на часовой таймфрейм, то мы здесь имеем, что вот это укрепление рубля, оно сейчас завершилось. И на текущий момент формируется отбой и движение, цель которого 73,1. Либо сегодня, либо завтра с утра. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, золото, оно никак не растет. Что же такое? Но на самом деле сейчас здесь собрали стопы и идет тестирование 1800. Я думаю, закрытие где-то в районе 1804 сегодня будет. Если действительно закрытие будет в районе 1800-1804, то, соответственно, завтра по золоту мы можем достаточно хорошо порасти, ну, по крайней мере, на 1814. Если мы на сегодня сейчас барьер 1800 не переходим, то у нас получается здесь коррекционный отбой и, соответственно, движение по золоту в диапазоне 1792-1800. Здесь, в общем-то, сейчас достаточно уверенно нарисовалась фигура, набор позиций здесь сделали. И теперь как бы все готово для того, чтобы по факту пробития 1800 свозить золото наверх. Сегодня посмотрим, будет, не будет пробития 1800. Если будет, то завтра весьма вероятно разовьется движение наверх. Ну, день труда в Соединенных Штатах закончили, попугали всех тем, что стимулы будут сокращать. Все попугались, потом поняли, что сокращать будут, но денег все равно много. И на этой прекрасной ноте можно продолжать немножко накачивать золото. Так, друзья, евро-доллар, давайте недельный таймфрейм поставлю. Если ориентироваться на недельный таймфрейм, то у нас по недельному таймфрейму все-таки произошел разворот, и евро должно начать расти против доллара с целью движения вот сюда на 1,22. Инструмент шальной, непредсказуемый. Поэтому, если все-таки эту неделю мы закрываем ниже 1790, то здесь а-ля хоп, тройная вершина и цель движения в ближайший месяц будет в районе 1,1350. Вот такая вот загогулина, но по крайней мере мне так кажется. Сейчас ситуация она стала более ясной, потому что здесь либо вот этот уровень сейчас срабатывает, и тогда отсюда идет рост евро, и уже мы говорим о консолидационном диапазоне. Или же, если этого не происходит, то
Соответственно, на следующей неделе мы получаем такое вот сваливание и дальнейшее движение вниз. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов. Всего наилучшего.